Зачем едешь по обочине, а? Еще очки нацепил, интеллигент хренов. За нами перестраивайся. А ты зачем по обочине-то ездишь? Объясни-ка. Мне так нравится. Нравится? Вот стой здесь тогда, значит, раз тебе нравится. А мудаком быть это хорошо? Все, не выдержал. Уехал с обочины. Ну, потому что не надо, говорится. Серегина машина уже примелькалась. Да. Это дикая Nexia, у которой сколько-то там миллионов ДТП, да. Поэтому их можно понять, с одной стороны, конечно. Но эвакуаторщик об этом не знает. Ну, он едет по графику, ему надо быстрее, наверное. Но это его проблемы. Конечно, такая, если бортанет дура, то ничего хорошего не будет. Но будем надеяться, что не бортанет. Гриша рассказывает что-то. А, нет, это Андрей. Андрей Филин, да, рассказывает, что там, что не так. Кстати, на М2 сделали классную штуку на обочине. Ну, естественно, факи, господи, ну что еще? Или это вот что означает палец? Я так не могу понять. Столько версий всяких. Слышите, как дребезжит это ведро? Это из-за того, что сделали вот эту, даже не знаю, как это называется, выемки, что ли, какие-то. Сигнальная полоса. Сигнальная полоса, да. Которая будет тебя, если ты вдруг закимарил и съехал на обочину. Это очень круто. Это очень круто. Во всех нормальных странах это уже давно действует. И вот и к нам это пришло. Так. Аккуратней давай. Не пустим. Следующий пытается... Peugeot пытается счастье свое, но пусть пытает, я тоже не против. Сейчас эвакуатор будет объезжать Серегу. Я думаю, что эвакуатор сейчас поедет нормально по дороге и не будет он ничего делать. Хотя может и объехать и стартануть по обочине. Так. Делаем ставки. Да, делаем ставки. Ну, минус 20 децибел, это хороший, да. Вот, поехал вот по бровочке, но... Да, не судьба. Не судьба, дружище, не судьба. Ни сегодня, ни в нашу смену. Есть еще кювет. Ну там уж совсем. Там уж совсем. Хотя мы видели одного товарища, который в кювете хорошо проехал. Но Kia Sorento не решается. Что ж. Не пускай. И эти ребятки. Псевдотонировочка у них. Тоже они пытаются что-то там. Что-то они тихие. Бесят их эти все вот эти блогеры. Понимаешь, делать вот нам нечего. Ездим тут обочину. Я спроси у него, что он так едет-то. Братан, все равно одинаково поедем. Одинаково поедем. Дальше снимай молча. Вот поговорили с тобой. Да зачем едешь по обочине-то, а? Попробуй на Рублевку заехать. Ой, да. Там порвут нас, да, просто? Порвут. Все. Ну вот и езжай так, как все едут. Ну езжай на Рублевку туда. А что, на Рублевке тоже мудаки есть?
все. Закрыл окно. Серега, как обычно, притормаживает перед заправкой, потому что мы знаем, что они сейчас что начнут делать? Объезжать по заправке. Да. Полоса у него тут, полоса для Поедем, есть движения. Да, но Начинаем. ничего страшного, поедешь как все. Видите, какие у него усики. Бесполезно. Бесполезно. Жена движение, Он не ребята. пустит. А ты зачем по обочине-то ездишь? Объясни-ка. Мне так нравится. Нравится? Вот стой здесь тогда, значит, раз тебе нравится. А мудаком быть это хорошо? Ну что ж, никто не слышит, блядь, про мудака. А. Че, батарейка сел? Да что-то да. Эвакуатор. Я думаю, он просто едет, вряд ли у него есть какой-то коварный план. Ну, может и есть. Ну, ладно. Посмотрим, во что это выльется. Его коварный план. Вот он стартанул. Ну, Серега тоже стартанул. Кто у нас Кто первый? кого? Кто кого? Оп. И оп. И все они остались позади. Как обычно, маршруточка мы видим. Да, маршруточка. И все остальные красавцы. Вот в этом прелесть щемления обочины несколькими машинами. Что вот так вот они прорываются через заправку, а тут бац, и снова встали. Круто, круто. С нами сегодня общается мало обочинников, потому что мы едем последними, да, в машине. Наша машина последняя. Но мы прекрасно видим, что они с удовольствием общаются с другими участниками нашего рейда. И их диалоги мы с удовольствием посмотрим на каналах движения, с уважением, на канале «Стальные джунгли». Как у тебя канал называется? Рабочий объем. Рабочий объем. И на канале «Рабочий объем». На всех вам надо подписаться, всем проставить лайки, написать комментарии. Хоть мы едем на одном рейде, но видео у нас выходит в разное время. И самое классное из этих видео то, что они с разных ракурсов. То есть вы можете видеть, например, как там Гриша общается с Бэхой, например, да, а тут мы видим, как мы Бэху раз и подрезали. Подрезаем. И его не пускаем никуда. Вот, он едет такой весь, непонятно, что происходит. Ну и продолжает дальше сосать свой телефон. Вот. Вот как-то так мы и едем. Поэтому обязательно смотрите, хоть даже из одного рейда, но с разных ракурсов, мне кажется, это очень интересно. Я лично всегда с удовольствием смотрю все видео, даже несмотря на то, что я в онлайн, как бы в лайв-стриме смотрю вот этот рейд. Вот, видите, Педрилка хочет встроиться, но не судьба. Да, мы ему не даем. Вот. А что-то у нас где маршрутка-то? Она прорвалась, что ли? Шутка прорвалась, но ненадолго. Долго. Пылит. Да? Ну, хулиганы. Все равно не оставляет надежду Volvo. Вот на что рассчитывает, я вообще не понимаю, честно говоря. Таких людей. Ну, так, а это не старые ли наши знакомые? Он уже не был. Зачем едешь по обочине, а? Обочина — это зло. Естественно. Или у него там нет ленточки? По-моему, нет ленточки у него. Нет, Ну ладно. ленточки не патриот. Ну, может, он и патриот, но ленточка у него не висит. Но это все равно нельзя нарушать так. Все, человек все понял, едет со всеми. Молодец. Сколько еще таких будет? Девушка
Следующая попытка у Hyundai. Да, Hyundai. Такая хоп-хоп, что происходит? Что происходит, непонятно. А происходит то, что нельзя ездить по обочине, ребятулечки. Нельзя. Зачем едешь по обочине, а? Еще очки нацепил, интеллигент хренов. За нами перестраивайся. В очках ничего плохого нет, но так ездить нельзя. Обочинники не имеют права их носить. Имеют. Но нарушать они не имеют права. Вот он едет с семьей, да, уже в годах мужик такой. И сзади него я вижу, девочка сидит, ребенок. Вот она смотрит, как и родители, может это бабушка с дедушкой, не знаю, как они едут, что так ездить можно. И вот потом она вырастет и будет точно так же, как вот это на Hyundai, ездить по обочине. Очень зря. Да. Это нравится на своих родителях. Вот она, смотрите какая. И, естественно, у нее ленточка патриотическая висит. Псевдопатриот, да? Или, как мне написали, бидриот. Вот то она, бидриот. Итак, напряженный момент. У нас там есть кюветик, через который вот этот вот мерседесовод может попытаться рвануть. Ну что ж, посмотрим, чем это закончится. Вот один там мерседесовод поехал. Поехал. Ну, Серега, я думаю, на чеку там сидит, и он сейчас его прижмет. Да. Ой. Тоже вот патриот, да, едет. Бидриот едет он. С кирпичной рожей со своей. Вот. Не понимает, что происходит. А может и понимает, что происходит, но ему все равно. Ну, в общем-то, и нам все равно, что он про это думает. Потому что мы едем, как мы едем. Что они про нас думают, нам по барабану. Главное, что мы держим обочину. Вот такие вот дела. Бэха прорывается. Девушка за рулем. Что такое? Никак по обочине ехать. Ой, Застеснялась. Ну, малышка наша. Ну, ничего страшного. Все, попали в YouTube. Позорище. Вот, смотрите, какие они, да? Если узнаете их, то вот, может, соседи, еще кто-нибудь, передавайте привет. Самое главное, передавайте, чтобы они не ездили по обочине, не нарушали правила дорожного движения. Очередная Mazda CX-5. Сегодня их что-то целая куча прямо на обочине. Я не знаю, с чем это связано, но я уверен, что это просто какое-то совпадение, ничего такого. Вот, поэтому странная статистика, прям скажем. Вольво прорвалась. Ну, они все прорываются, там, ради бога, тут как бы вопросов-то нет. Мы всех не удержим, еще раз, да? Это нормально. Но это не значит, что не надо держать обочину. Надо держать обочину, и пусть там прорвется 2 человека, 3, ну, 10 человек, а несколько десятков останутся там. Поэтому я считаю, мы делаем все правильно. Кто там у нас? Тоже какая-то? Или это парень такой? На девушку похож. Да, парень. Парень. Вот лысый. Вот он. Сейчас у нас разгонная полоса на
заправку Роснефть, наверное, будет возмущаться, что его не пускают. Ну, извините, как говорится. Вот, видите, целый рой бедрил сзади едет. И все это, наше вот это держание, оно сокращает пробку реально. Да, мы едем быстрее. Как мы последний вот наш проезд... Сколько людей могли строиться перед нами? Могли, да. Вот. Последний наш вот этот проезд был, мы посчитали, сэкономили минимум 10 минут. Вот этот участок проехать. Вот так. Через заправку никто не стартанул, и это хорошо. Но зато сразу повыезжали, чтобы объехать по обочине. Вот. Ничему жизнь не учит. Ну окей, давайте, пытайтесь. Опять дамы на Форде. Опять какой-то в очках чувак. Дама оказалась мудрее. Все поняла и поехала в ряд. Молодец. А этот чувак решил, что он все-таки смогет на Форде. Потому что ему очень надо. Ну что ж, очень надо, потерпишь. Будь как все. Будь как все, мужик, будь как все. Следующий бедрилка на Volkswagen. Ему-то точно повезет, он думает. И он сможет прорваться. Номерок 3 девяточки. Очень крутой, видимо. Весь такой из себя. Ну, что ж. Нам глубоко безразлично, крутой или не крутой, или обычный, или нормальный, или ненормальный. Мы держим всех, кроме оперативных служб. Он пристегнут или нет? Что-то мне кажется, что нет. Пристегнут? Да. Этот? Пристегнут. Показалось. Что ж, бывает. Надо было сзади сесть, чтобы не мешать. А? Надо было сзади сесть, чтобы... Да ладно, сейчас. Я уж тоже подумал, надо было тебе сзади сесть. Ну да. Ну, век живи, век учись. Следующий на моторе на очереди Дастер. И снова мы видим, как поехала обочина, благодаря тому, что мы ее держим. Точнее, как поехал ряд, благодаря тому, что мы держим обочину. Видите, как сговариваюсь уже. Volkswagen хочет показать все возможности своего автомобиля и, скорее всего, стартанет через бровку. Да, через кювет. Ну, ради бога. Кто ж против-то? Когда-нибудь я разбогатею и тоже куплю себе какую-нибудь такую машину, типа Nexi или вот четверочки. И смогу таранить их. Дустер, да, Дустер едет. Вот. Куда ты прешь, нехороший человек?
но это Nissan, новый, да, у нас какой-то лидер? Нет, я имею в виду новый лидер среди обочинников. В марках машин я не особо разбираюсь, уж тем более в их там годовой принадлежности. Ты зачем едешь по обочине, а? Тебе не стыдно? Обочина, братан. Не стыдно тебе? Стыдно. Не стыдно, потому что в машине, в магазине залезть так в очередь. А еще ленточку нацепил и крест. Тебе не стыдно вообще? Православный бидриот. Без мозгов, еще из Брянска. Как вот с такими людьми построить нормальную страну? Вот как? Еще из Брянска. Брянск позоришь. Крест сними и ленточку сними. Торопишься, все торопятся. Ты что, особенный, что ли, какой-то? Вставай в ряд нормально. Ребята из Брянска, кто есть, запомните вот эту рожу, да, и при встрече ему все скажите. Какой он нехороший человек, торопится он. А мы все тут едем что? Ну ладно, мы, а остальные не торопятся? Брянска, так. Да. Ты из Брянска? У меня жена с Брянска. Брянск окружает, ребята. Надо что-то делать. Пермские, подтягивайтесь, давайте. Ты с Перми? Я с Березников, Пермский край. Вот он едет, все. Дастер тоже понял. Следующий лидер. Девушка на Форде, да? Девушка на Форде. Она уверена, что ее-то пропустят, потому что у нее есть наклейка «Ребенок в машине». Ну, действительно, почему бы не пропустить? Ведь она как бы едет. Ей надо. Так, вот она решила перестраиваться. Зачем едешь по обочине, а? Хулиганка! С ребенком на переднем сиденье. С ленточкой. Она бидриот. Бидриот. Бедриот ша. Бидриот. Бидриорша. Бидриотка. Как правильно? Самка бедрилы. Сам, ну не знаю. Нет, она же помесь. Как бы поэтому тяжело. В общем, кто знает, кто в русском языке волокет, напишите, пожалуйста. Вот, Лехус моргает всеми фарами своими Сереге, потому что, ну, как это, его не пропускают, ничего себе, он такой, он еще и перестраивается, старый дурак, куда ты прешь по обочине? Видите, дожил до седых волос, а ума не надо. Вот. Видите, произошло ДТП, да? Мы тут ни при чем. Мы тут ни при чем. И у нас новый лидер. Слышь, умник, а сам-то по обочине проехал. Так, ну-ка ленту сними быстро! Ленту сними. Ты, сука, заткнул. Видите как? А у нее там ребенок сидит. Бомбит. Бомбит ее, да, пукан на нее взрывается. Самку бедрилу бомбит. Да, ну, это нормально, в общем-то, здесь никто в этом не виноват. Этот лысый тоже хочет прорваться. Не знаю, что у него получится из этого. Так, ну что нам Бедрилкина еще что-нибудь скажет? Мы там Нет. въехали в препятствие Да. по обочине. Да нет, Правильно? мы ничего не нарушаем. Вообще, в принципе, никогда. А они нарушают. Мы хорошие, они плохие. Не воспитывайте вот так своих детей, я вас очень прошу. Потому что ничего хорошего из них не вырастет. Будут также гонять по обочине. Вот новый у нас Volvo, да, Umbrella Corporation. Зачем-то налепил он себе на стекло. И пытается... Вот там Гриша его прижал. И ругается на него. После сигнала Куда прешь, козлина? меню быстрого вызова. В любой момент Вот как с ними не ругаться? Вот Даниил, 7 лет, папа которого написал, что я матерюсь. Вот как с ними не ругаться? Но ты не ругайся матом. И все остальные, кто смотрит, тоже не ругайтесь матом, читайте книжки, развивайтесь. Потому что нам нужны умные, грамотные граждане, а не вот такие вот, которые гоняют по обочине. С крестом православным на пол окна.
что, кто у нас там в лидеры вырывается? Едет девушка. Бедриот с аварийкой. Но поймите же, мне очень надо. Всем надо, извини. Сузуки тоже. Так. Девушка в шоке. Как тебе не стыдно? Вот видите, как они спрятались за козырьком. Еще пальчиком головку поддерживает. А вот ритуальные услуги едут сзади. Номерок 131 МРР. Ленту сними! Это обочина. Ленту сними свою! Не позорь предков! Вроде колошка старая уже, а все равно что-то куда-то прет там. Всех сфотографировала. В общем, молодец. Ну а мы подъехали уже опять к нашей любимой заправке. И сейчас, я думаю, что это на сегодня был последний у нас рейд. Поедем домой. Спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Подписывайтесь на всех ребят, которые были в рейде. Ссылочки будут в описании. Ну и сами не нарушайте и не пускайте этих бедрил. Пусть они едут как все. Я считаю так. Всем спасибо, всем пока.